You're a different kind of beautiful. Run my hand through your hair in the morning. It's unusual. The way your skin glows on the pillow. I can't get enough of you. Every day's a honeymoon. Let me show you. I'll pull you closer. I just wanna stay in. Сейчас Касперу чистить надо. Никита на крыше сидит. Никита, осторожно, ладно, сына? Каспера чистить папа будет. Ой. Угу. Привязывают для того, чтобы почистить копыта. Так все лошадей делают. Сейчас мы его приготовим. И Каспер пойдет гулять, пойдет, да. Он очень хочет гулять, уже дождаться не может. Снежан. Обслуживание Каспера происходит. У Анюты вот такая щеточка. Папа делает скребком. Специальная скрежница. Или как она? Скребежница какая-то. Да, он же вот прям падает на землю. Ой. Ой, сколько! Так он вчера в грязи прям ковырялся. Да. Ой. Ой, ой, ой. Папа, давай вот, мама, вот это вот так делать. Все ухаживают прям. Надо хорошо, доча, челочку расчесывай, а я хвостик ему расчешу. А, хвостик, ну окей. Я его вот так вот сделала. Мама, вот я и говорю, мама, хвостик уже расчесывай. Да, ну расчесывай. Мама, это да, вон тихо. Да, это мы с папой сейчас копыта этой крючком. Покажи крючок. Вот. Такой вот крючок у нас специальный. Да, для копытов. Ну, пока не надо много сахара. Нет, ты уже сейчас много, Анюта. И ты давала, все давали. Вот эти части нельзя чесать. Их надо вон той щеткой, мягкой. Можно я его пошел? Сейчас пойдет по асфальту. Вот это вот так вот. Так, хоть капута. Ой, так мы за Ваней в школу ходили, я ему сахарочек держу, дети пришли, я говорю, сделай что-нибудь ножкой, он не делает, я говорю, ну я тебе сахара не дам, он тогда ложится и давай крутиться по грязи. Ой, какой грязный. По грязи кувыркается. Ножки делай, дочь. Сами ножки нельзя делать вот это, мягкой только. Анюта, отойди оттуда. Анюта, к ножкам еще не... Он тебя не знает, ты до этого интереса до него не проявлял. Подходи, чеши. Не, ну не так. Ну давай. Ой! Ой, какой грязнуля! А ему как нравится, он сейчас, у него ноги уже разъедутся сейчас. Ой, папа, руки какие грязные. Так он уже сегодня крутился в грязи. Вообще пони любят. Если лужа, если грязь, то это их. Любят. Посмотри, как спину выгнул. Да? Папа весь грязный. Папе-то мыться в баню надо после Каспера. Ой. Как ему нравится. Ой. Анюта любит убираться, да, доча? Снежинка. Все куда всовывать, да? Ваня, открывай липучку и всовывай. Вот в эти штуки. Не понял. Нет, вы уберите на место сначала, не в качелю. А вот сейчас не про... Вот. Вот они снимаются, липучки, вот они. Открывай. И что? И куда? Вот. И куда? А седло сверху. Ну понятно, что седло. Ой, первый раз на Каспера. Теперь это же ему тоже не будет нравиться сейчас. Ну ничего. Терпимая. Мы сейчас научимся, и все будет хорошо. Мы тебе все купили, чтоб ты... Неси сахарок. Чтоб ты спинку не натер. Все купили. И меховушку, и вальтрап, и седло. Хороший мальчик, хороший. Я знаю, что им дать сахар, вот так можно попробовать, он молодец. Да. Так пока что я буду учиться
Молодец, доча. Ну вот, Снежана едет на Каспере. Ванька едет на самокате. Анюта несет сахар. Анюта тоже прям загорелась. У Анюты тоже желание такое. Увидала Снежану. До этого вообще интереса не проявляла, да, доча? А тут раз. И такой шлем у нас. С 3-го раза купили. Ты ко мне идешь. 2 уздечки у нас. Красавчик. Сахар ищет. Избаловали. Сахар пока не даем. Нет. Я буду бегом. Снежан, ты руководи им. Надо бегать как-то, но все равно успею. А то не аккуратно. Анюта, Ваня самокат бросил. Ну мы же тут, да, пап? Мы тут, Анют. Вот сюда его поставь. Пап. Ага. Есть хочешь. Пусть проедет, а потом. Кого потом? Кого потом? Я его... Кушать будет он. Анют, на попу сядь. Ну, а она хоть раз кормила этих щенят? Не, у нее же даже сисечки нет. Нет? Нет. Это не мама, это просто собачка. А может и мама. Ну, вообще отсосанный, да. Самое лучшее занятие вместо телефона, да? Сидеть на травке попкой и пасти своего любимого коня, да? Ну, лошадка бежит. Я как буду лошадка. Че, все, лошадка забегалась? Ну, еще один Ванюк идет. Извини, пожалуйста. Меня хоть слушается теперь. Да. Я просто буду... Бежишь, и он бежит. Не страшно, не капель. Ну, идите. Она будет нам еще приезжать, Давайте, кружочек. бегает.
Да. Быстренько тороплюсь, готовлю чисто мужской обед. Сейчас ребята с крыши, папа только слез, будут обедать. Жарю картофель на шкварках с мясом. Сейчас потопится у меня сало. Закрою крышкой. Пока буду резать картошку. И с вами разговаривать. Также варю, холодец поставила. Первую воду слила, вторая сейчас вода. Холодец варится с 2 видов. Утка целая лежит и мясо свинина. Ой, как хорошо. Смотрите, какая красота. Буду резать. Картошка мелкая наша. Ну ничего, чистим. У нас ее еще много. Мне кажется, самая мужская настоящая еда такая. Ну, жиденькая, тоже вкусно. Каждый раз разное стараюсь что-то готовить. На улице стройка идет. Папа, Давид и парни работают на крыше, а Влад в Магните. Но также идет сбор информации о нем, куда я говорила. Племянница у меня работает. Я не знаю, надо у нее, кстати, спросить, что это такое. Ну, в общем, это организация вообще золото добывают, но они перед какая-то перевалочная база, но там у них все, там у них и маленькая железная дорога своя, там у них и стропольщики, и муж у нее там тоже каким-то небольшим начальником работает каким-то, она сама на кухне за производством. Ну, то есть кто кем работает. Вот сейчас освободилось место на кухне. Ну, поговорила я с племянницей, дала полностью послушать переписку свою Владу. Ой, как хорошо. Красота прям. Ой, все. Выкладываю мясо. Мясо хорошо тушится сначала под крышечкой, жарится. Мясо не крупные кусочки, и хорошо жарится. Буду мешать постоянно. Там освобождается место пока разнорабочего на кухне. Ну, Лена прислала квиток посмотреть. Дело в том, что там работают, это на бане, там работают и это где город Февральск, ну, только еще туда, в лес. Там северные, у Влада пока северных нет. Мы, когда на Дальнем Востоке работали, у нас тоже были северные. Но Владу сначала надо подработать эти северные. Ну вот, главное попасть, Лена говорит, ну, сначала на кухню. Говорит, все парни приходят, вот кто рабочим на кухню. Потом, говорит, уходят стропольщиками, ну, разные профессии. То есть получают они себе корочки. И уходят на разные там же профессии. Кто в ту же пожарку, там у них своя пожарка. Вот, говорит, у меня, говорит, который работает сейчас, он скоро уйдет в пожарку. То есть он уже написал там заявление. И так как почему не сразу не знаю, я не задавала эти вопросы. Я говорю, Влад, приди, тихонечко присмотрись, познакомишься с парнями, узнаешь, как они делают себе курочки. Влад, вот кто-то спрашивал, на кого учился Влад. Влад учился на электрика.
Но работать электриком, вот так парни учатся сейчас, так вот обучение у нас идет. Вот она говорит, тоже один парень выучился на сварщика, а работать не мог. Ну, говорит, работал у нас на кухне, ходил туда к парням. И, говорит, понял, что он сможет работать, и перешел на сварщика. То есть, ой, какие куски мяса Света, как обычно, нарубила. То есть получается, что я хочу, как я Владу рассказываю свое мировоззрение, и вроде бы он меня поддерживает. Везде, куда мы не ткнулись, везде просят стаж. Стаж работы и корочки. А как получить стаж работы, если работать в магните? Никак ты его не получишь. Поэтому надо делать, надо работать. Ну, я не стала Владу ничего навязывать. Может, кто-то подумает, что это я там руковожу. Нет. Я полностью дала Владу прослушать наш разговор и принять самому решение. Он сказал, я думала, может, откажется. Он уже вот сейчас в магните на смене работает, в принципе. Говорит, мам, я хочу, я согласен. Я говорю, ты себя и в магните хорошо зарекомендуй, чтобы там у них утечка всегда. Если тебя возьмут туда, скажи им, ребят, попробуй себя, пока молодой. Получится, буду дальше двигаться. Не получится, вернусь к вам в магнит. А если ты себя хорошо зарекомендуешь, тебя с руками и ногами возьмут. Тем более у них постоянная нехватка людей. Ну, хочет, но это вахтовый метод. Лена моя говорит, вот у нее муж работает там, у него сестра и сестры муж там, сейчас молодой племянник там работает. Вот она говорит, ну, купил себе ноутбук дорогой. Следующие, они работают сменами с 15 по 15. Ну, говорит, освободил место, кто-то не смог приехать. Все, он, говорит, остался на вторую вахту. Сама моя племянница Лена говорит, напарница не смогла у нее приехать, и она 8 месяцев оттуда не выезжала. 8 месяцев работала. Поэтому надо сейчас как-то крутиться. Я ничего не против магазина «Магнита». Но мне кажется, надо искать какие-то... Надо себя искать. В общем, вот так. Захочет, потом поступит куда-то. Не захочет, будет работать. Можно попить? Попейте. Ты слез с крыши, да? Хоть жарится в жиру, я немножечко добавлю водички, чтобы пропарилось хорошо. И на большом огне пусть жарится, пропаривается. Ульяна там в кабинете, у нее клиентка. Я очень унывала от того, что девочки не хотели учиться. Ну все, зацепила Ульяну, начала Ульяна учиться на ногти. Вчера самостоятельно вообще там сидела, Василисе сделала. Сейчас пригласили девочку. Ульяна работает, делает сегодня квадраты, на эмочку делает такие. И камуфляжным гелем наращивает ноготочки. Девочка просит разный френч сделать. Квадрат, эмочка, разный френч. Ну вот Ульяна уже 1,5 часа. Уже она заканчивает запиливать ноготочки. Все обработала, все сделала. Запиливает. Рома хлебушек принес. Кто что. И посмотрим. Завтра еще одна девочка придет. На каникулах пока будет пробовать себя.
будет делать. Василиса тоже начнет учиться. Тоже будем. Пусть тоже садится и делает. Пока молодые, пусть пилят, а оно потом им как по маслу пойдет, если будут постоянно это делать. Если зацепит, да? Пока бегала, Ульяну смотрела, подпиливала. У меня тут мяско скворчит, вода выкипела. Я еще его не солила, сейчас подсолю. Ой, ну вообще мужское. Сыночка, достань мне досточку. А, у меня есть. Я быстро сейчас еще этот лук еще сейчас сюда положу. Так, ладно, посолю. Посолю пока. И картошку сразу посолю в тазе. Так, несут. Ладно, пусть. И картошку сразу в тазике посолю. Все. Так. Быстренько я сейчас порежу лук. Где Вася? Говори, Вику делает чай. Она сделала. Где? Стоит вон, кстати. Хлеб нарезайте. А он же Все сделали. Ой, что это? Огурцы открывайте на тарелочку. Давайте. А их нет? Пополам можете разрезать. Можно на 4 части вдоль. Ваську зови. Василиса. Доча. Вася. Так. Все. Лук 3 головки. И когда я выкладываю лук, я сразу помешаю, я же посолила. Я сразу выкладываю картошку. Все. Такое мужское, красивое блюдо будет. Чуть-чуть еще дорежу. Не знаю, может кто-то из мужчин скажет, что они не любят жареный картофель с мясом, но мне кажется, это самое мужское блюдо. Ну вот про Влада. Я бегала, Ульяна там делает на каточке, проверяла работу. Ну хорошо уже делает, молодец. Самой ей не нравится, как она делает, а мне нравится. Чуть-чуть мы подрабатываем. Сейчас на каникулах пусть она поделает. Набьет руку, потом будем давать объявления уже. Пока бесплатно делает. Будем за деньги. Я думаю, уже вот за ту работу, которую она сейчас делает, уже прям смело. Ну, так как у нас сельская местность, можно 500 рублей брать. Ну, там потом уже сама пусть. Наконец-то. Василиса горит желанием. Мы уже готовую работу ее, они не хотят, чтобы я их снимала. Готовую работу покажу. Я ее побуждаю завести социальные сети для того, чтобы выставлять свои работы. Чтобы люди заходили, смотрели и приходили к ней. Все, всю картошечку дорезала. Мелочь пузатую такую. Картошечка меленькая. Все. Целая сковорода. Достали огурцы. Достали огурцы, хлеб, чай сладкий. Сейчас уже надо звать кушать. Угу. Я сегодня, пока жарится картошка, я разбираю, холодильник сегодня мою. О, стеклышки чистые, прожарились все. Хорошо.
интересно смотреть. Сейчас готовим. Собакам ни в коем случае уже плохое не надо кушать. Таблетками для посудомойки я сейчас пользуюсь вот такими. Разные они виды, мне понравились они. Таблетками для посудомойки вот такими пользуемся. Понравились они мне. Посуда от них очень хорошо блестит. Ой, какая красота! Ну да. Ой. Ой. Все, мясо и лук поднимаю наверх. Рома, на грядке знаешь, где батун растет? Лук зеленый, длинный. Сейчас вот растет. Сразу заходишь за калитку. Да. Ну, надо хорошо нарвать, чтобы на стол положить. Угу. Лучше ножичком отрезать по самый этот пенечек. Не прям под корень, а чтобы вот такой пенечек только. Пенечек, ну, оставался. Угу. Ну, вот так я вам поделилась про Влада. То есть сегодня опять идет переписка. Все про него узнают. Посмотрим. Ну, хочет он туда. Получится, значит, хорошо. Ну, не знаю, они прям так подробно про него уже не первый раз все прям просят. Посмотрим. Василиса сейчас 2 охапки вот такого батуна принесла. Лук-батун, молоденький весь, я его до этого весь срезала. Картошечка, огурчики квашеные, соленые. И лук свеженький со своего огорода. Сейчас мои ребята будут кушать. Ну и девчата, и ребята. Снежана вон уже суп гречневый ест. А мужчинам жарю картошку. Кого удалось заразить картошечкой жареной с салом, с луком? Василиса руку тянет. Жарьте, но я не говорю заразить покушать. Я говорю заразить. Что тоже сейчас соберутся и пойдут жарить. Кто на сале, кто просто так. Еще чуть-чуть надо. Картошка крупно нарезана. Мама резала. Опять меня Ульяна отвлекла, бегала к ней. Она уже почти сделала ногти, осталось только подкорректировать. Смотрите, какая красивая, славная картошечка. Рома, дяде Давиду ставь. Мам, мы почти сделали генерально. Давайте. Снежан, половик никто на голову не кладет. Никите. Мужчин сейчас накормим. Жарьте тоже картофель. Спасибо, что заходите к нам. Поддерживайте нас. Наша последняя новость вызвала у вас шквал комментариев. Попозже расскажу. У нас процесс идет. Держи. Это папе.
Это Валерке. Валерке. И Ромке. Ромке что, сало не выкладывать? Картошку только? Или Ромка сам будет накладывать? Или наложить? Ну давай наложу, давай. И Ромке. Ромка у нас кухонный работник. Мы его себе забрали. Он нам нужен тут. Так. Ну, что, не ложить вообще мясо, да, тебе? Или пусть? Ну, пусть. Пусть? Стал кушать? Молодец. Это Ромки. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что были с нами. Ваня пришел, Ваня. Ой! Скажи, я вас люблю. Я вас люблю.